Привет всем! С вами Владимир Виноградов. В сегодняшнем видео я покажу вам, как я сделал слайдер для видеосъемки своими руками. Итак, поехали! Мне захотелось иметь в своем рабочем арсенале слайдер для видеосъемки. Заглянув в интернет и посмотрев цены, например, в том же DNS, я увидел, что достаточно, по моему мнению, устойчивый с широкими направляющими слайдер, самый дешевый, стоит от 16 тысяч рублей. Сумма для кого-то покажется достаточно большой, учитывая в принципе простоту устройства. Поэтому я задумался, а не сделать ли слайдер самому. Часть необходимых деталей я напечатал на 3D принтере, а алюминиевый профиль и крепеж приобрел в строительном магазине. Для изготовления слайдера мне потребовались 2 опоры с ножками, 4 роликовые опоры, 4 вкладыша для гаек, вкладыши для подшипников, платформа, а также круглый алюминиевый профиль диаметром 20 и длиной 800 мм и отрезки прямоугольного профиля. Детали для печати я нарисовал и спроектировал в программе Compass 3D. Многие из вас обратили внимание на странную форму платформы и на прямоугольный вырез в одной из опор слайдера. В конце этого видео я объясню, почему я спроектировал эти детали именно таким образом. Подшипники для слайдера можно купить в любом спортивном магазине. Это подшипники для роликов. Я же взял старые подшипники от старых роликов дочери, естественно, предварительно почистив и смазав их. Для каретки я взял 2 отрезка прямоугольного профиля длиной 178 мм и сечением 10 на 20 мм, в которых предварительно разметил и просверлил сквозные отверстия для платформы. И только с одной стороны профиля просверлил отверстия для крепления роликовых направляющих к вкладышам с гайками. Эти отверстия немного больше диаметра болтов для возможной регулировки. Кто-то критически заметит, что стоимость 3D принтера гораздо выше той экономии, которую мы получаем от изготовления слайдера. Но дело в том, что 3D печать сейчас активно развивается. У кого-то есть уже дома, у кого-то есть у друзей, у знакомых. Есть фирмы, оказывающие услуги по 3D печати. 3D печать позволяет обеспечить достаточную точность при проектировании и изготовлении деталей, что невозможно сделать ручным способом. Кроме того, у меня самый простой дешманский китайский принтер, который пришел в разобранном виде, и его нужно было самому собирать и после сборки обработать напильником, как многие конструкторы Made in China. Тем не менее, со своей задачей он справляется и не раз мне помогал. С его помощью я напечатал детали для этого слайдера, я напечатал корпус и крепление для смартфона, чтобы использовать его в качестве накамерного монитора. Ножки с роликами для штатива, да, те же крышечки поломанные от дистанционных пультов управления и многое-многое другое. Так или иначе, покупать 3D принтер или нет, каждый решает сам, но если он есть в шаговой доступности, почему бы этим не воспользоваться? Итак, вставляем круглый профиль в соответствующее отверстие пластиковых опор. Просверливаем 4 отверстия диаметром 5,8 мм в металлическом профиле в соответствии с отверстиями в пластиковых опорах. Используя вороток и метчик для нарезания резьбы М6, аккуратно нарезаем резьбу в металлическом профиле во всех 4 отверстиях. Болтом М6 длиной 16 или 20 мм с головкой под шестигранник фиксируем опоры на круглых направляющих. Вставляем болты М6 длиной 30 мм с головкой под рожковый ключ в ножки опоры. Затем прикручиваем ножку барашковой гайкой. Повторяем эту процедуру для остальных 3 ножек. У нас получились вот такие ножки, которые при необходимости складываются вовнутрь опоры. Начинаем сборку каретки. Через предварительно размеченные и просверленные сквозные отверстия в прямоугольном профиле прикручиваем к нему пластиковую платформу болтами М5 длиной 25 мм.
При печати роликовой опоры я не учел, что выступ, который должен придерживать гайку болта подшипника при закрутке, помешает мне свободно вставлять болт для крепления роликовой опоры к профилю каретки. Кроме того, я не учел, что болт, имеющий длину 20 мм, пройдя через лапу опоры и вкладыш с гайкой, помещаемый вовнутрь прямоугольного профиля, будет упираться в непросверленную стенку профиля и не будет затягиваться до конца. Поэтому я использовал пластиковые квадратные шайбы, чтобы увеличить толщину лапы опоры. Вам этого делать не нужно, так как для вас я перерисовал детали роликовой опоры, увеличив толщину лап и урезав выступ. Мне же пришлось помучиться, впихивая и всовывая и плотно утрамбовывая болт в предназначенное ему отверстие. Вставляем гайки на М5 в соответствующие отверстия во вкладышах. А вкладыши вставляем в торцы прямоугольного профиля. Прикручиваем шестигранником роликовую опору к каретке. Таким же образом помещаем на место остальные роликовые опоры. Во внутреннее кольцо каждого подшипника помещаем пластиковые вкладыши с каждой стороны и прикручиваем подшипники на свои места. Чтобы установить каретку на направляющие, последние два подшипника не прикручиваем. Сначала ставим на место конструкцию из направляющих. И только теперь прикручиваем последние подшипники. Такая конструкция каретки не позволит ей слететь с направляющих во время работы и как следствие защищает камеру от падения. Отлично! Получилось то, что мы и хотели. Теперь вернемся к прорези в одной из опор и необычной форме платформы каретки. Прорезь я спроектировал для установки шагового двигателя, а к платформе планирую крепить зубчатый ремень. В будущем с помощью электроники я хочу автоматизировать слайдер и задать ему несколько режимов работы. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить выход новых видео. После того, как слайдер был собран, я установил на платформу с помощью болта 3/8 дюйма головку от монопода, которая легко позволяет установить камеру и управлять ею. На этом слайдере приятно себя чувствует и более крупная техника. Пишите в комментариях ваши вопросы или, может быть, предложения и замечания по конструкции слайдера, как бы сделали вы подобное устройство. На сегодня все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Желаю успехов!